Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, сегодня у нас 27 декабря 2025 года. Осталось буквально 4 дня до следующего года. Но даже не 4 дня, а если уж поточнее, 9 дней почти. Тоже символическая цифра. До следующего года. Еще раз вам напомню, что изначально, более древние архаические времена, Новый год, переход в Новый год праздновали зимой. Потом у каждого народа начались свои летоисчисления, празднования. И через некоторое время все опять вернулись, в тот архаический период празднования, который изначально был принят. Первым вернулась Европа, европейские страны. Поэтому принято считать, что Петр Великий взял за основу европейский Новый год. На самом деле это не европейский Новый год, это переход, начало Нового года, эры, как хотите. Изначально в древние времена праздновали именно зимой. Итак, мои предсказания нетипичные, к которым привыкли многие. Я уже который год выпускаю эти предсказания, и который год они сбываются с хирургической точностью. Или с математической, как хотите. Какой год будет следующий, я вычисляю и говорю вам по той тайнописи, которую я знаю от своих предков, и каждый год разносторонне объясняю значение этого года, характер года, что ожидать, четко и конкретно. Сейчас будет общий прогноз этого года, не этого, следующего года, 2026 года. Общий прогноз. А потом постепенно по странам. Как всегда снимаю. После я вам дам работу. Как встретить хозяина, покровителя года. И вот таким образом завершится цикл предсказаний. Скажу честно, тяжеловато к концу года концентрироваться. Все время что-то мешает, что-то отвлекает в сторону. Да и колоссальная усталость. Теперь я поговорю с вами про год 2026, который от сотворения мира считается, хотя сотворение мира это не совсем правильно звучит, наверное, от начала нашей цивилизации, так правильнее, 7535 год. А от Рождества Христова 2026. Если соединить эти цифры, получается 10. В нумерологии 0 цифра не берется в учет, поэтому начинается единица. Цикл обычно завершается. Девятизначный цикл – это завершение. Девятизначный цикл не постоянно встречается. Он может по-разному встречаться. Раз в 60 лет, раз в 40 лет, раз в 12 лет. Смотря как ускоряется время и как быстро приходит вновь девятизначное число. 9
это окончание, разрушение старого мира полностью. Единица – это начало. Начинаем с нуля, начинаем с единицы, с первого, самых начальных ступеней. Значит, это первое. Год. Год люта. По славянскому календарю год люта. И он на сей раз совпадает с древними тайнописями. И у нас получается люта волколака. Волка-человека. По-разному его называют. Например, грузины называют его Гелосани, человек-волк. У армян это Мартагайль. У нас южные славяне его называют. Некоторые называют вурдалак, некоторые волколак. Но вурдалак не совсем правильно, потому что вурдалак это больше относится к, ну, как бы сказать на современном языке, к зомби, к мертвецам, которые не успокаиваются, не находят покой, приходят все время к живым людям. И поэтому я выбрала самое оптимальное слово, которое можно понять и сразу как бы ассоциируется с этим годом. Это лют, что есть волк лютый, злой, лют и волколак. Итак, 2026 год. Это год оборотня. Окончательное закрытие эры рыб, эры религии, религиозных доктрин и начало абсолютно новой эры. У нас закончилась 6-я цивилизация, и начинается 7-я, вот сейчас. Мы с вами были 6-я цивилизация, которая была на Земле, существовала. Если кому интересно, откройте мою лекцию «Как гибли цивилизации». Там все рассказано. Вот мы с вами были 6-я цивилизация. Сейчас мы идем к 7-й цивилизации. 2026 год – это начало новой, абсолютно новой цивилизации. С нуля, с единицы начинаем. Полное разрушение старых устоев, старой экономики, политических связей, каких-то профессий, окончания, абсолютное окончание профессий, которые останутся навсегда, значит, в прошлом уже, в прошлой цивилизации. Год рождения лидеров. Дети, рожденные в 2026 году, через лет 20-30 станут известные политики, бизнесмены, влиятельные люди. Год рождения метисов. Огромное количество детей, которые родятся в смешанных браках. Далее. Год, когда человек может начать, вот смотрите, десятка, 0 и 10, 0 и 1. С нуля стать первым. Год скрытых талантов. И вы можете абсолютно не тратясь, абсолютно без какой-либо финансовой опоры начать какое-то дело. 2026 год вам в этом поможет. Давайте изучим немного волка. Волк – хитрый зверь, коварный, очень терпеливый, верный. Волк верен своим устоям.
волк не бросает раненых. Вожак ведет стаю, но ведет не за собой, вожак идет сзади, ибо вожак – это лидер. Вожак смыкает круг, идет сзади, чтобы видеть всю стаю, и впереди, в случае чего, чтобы дать сигналы или побежать защищать, и сзади. Внутри в стае идут, значит, это называется будущие стаи или сокровища стаи. Это волчата и волчицы. Их закрывают со всех сторон. Впереди идет не вожак, впереди идут старые волки, которые уже свое пережили, и поэтому они могут принять удар. Иногда за старыми волками идут изгои. Они тоже как добыча. Они тоже как добыча существуют там. В случае чего первые погибают, а сзади идет вожак. Это волчья стая. Тотем-волк. Народы, у которых волк тотем, в этом году должны быть осторожны. Может кому-то показаться, что волк как раз будет их защищать. Нет. В этом году лют, особенно может быть лютый и опасный для народов, у которых тотемные животные волк. Им нужно быть особенно осторожным в этом году и не совершать роковых ошибок, потому что это грозит территориальными потерями. Дальше. Возвращение патриархальных устоев. Я бы не сказала возвращение к корням, но у народов начинается внутреннее такое брожение. Наше мы, наша культура, культурное наследие и так далее. Очень большое количество фильмов. Начало рождения исторических фильмов, исторических книг. История станет модной последние 5-6 лет. Мода на историю, как бы это ни звучало банально. Покровительство года. Богиня, она сама не покровительствует, но ее символ будет покровителем этого года. Один из покровителей – это колесо фортуны. Но хочу, чтобы вы понимали, колесо фортуны – это не только счастье. Колесо крутится. И кто был внизу, может оказаться наверху. Или наоборот. Поэтому, насколько вы понравитесь фортуне, а волка ноги кормят. Волк – создание рисковое. Волк рискует собой, рискует своей шкурой, рискует своей жизнью, чтобы прокормить себя, своих волчат. И вот те, у которых проявится характер волка, в 2026 году поднимутся наверх по колесу фортуны. А остальные будут в роли овец, которых разодрали. Дальше. Солнце. Один из покровителей года – Солнце. Но Солнце бывает ласковым, светлым, Солнце бывает агрессивным. Время от времени страсти будут доходить до кипения, точки кипения, народы. Страны будут находиться в таком состоянии холодной войны. Отпустит, потом снова. Отпустит, потом снова. К сентябрю примерно так. Я вижу заключение какого-то очень важного договора для России. И постепенное угасание, и успокоение, и сведение на нет военных конфликтов. Утвердится. Еще один регион будет присоединен.
утвердится и административная власть там, и прочее, прочее. Год гражданских противостояний. Страны, в которых есть изначально недовольство властью, нужно быть очень осторожным и остерегаться. Гражданские противостояния, столкновения, бунты, перевороты. Очень много в этом году. Скрытые внутренние страсти, притворство. Этот год не будет раскрывать маски. Этот год, наоборот, будет надевать эти маски. Оборотень. Он не покажет свое истинное лицо. Год очень неудачных браков. Кто в году 2026 женится, через года 3 разведется. Не спешите регистрировать браки. Хотя бы до июля. Недвижимые сделки, начало каких-то, строительных каких-то работ откладывайте. Опять же, до июля хотя бы. Для заключения новых договоров, брачных и иных, не самый лучший период до июля. Притворство. Опять же. Волколак. Оборотень. Не сразу разглядите людей. Не сразу увидите. И браки, которые будут заключены в 2026 году, это будут браки между человеком и оборотнем. Между тем, кто притворится хорошим. И в течение 3 лет распадется брак, и не очень хорошо распадется. Волк является проводником между силами и человеком. Поэтому магия в этом году, то есть все время в этом году, в году 2026, обретет новую силу, новую защиту. Год таинства, год Гекаты. Уйдут в подполье многие. Эта тема будет на некоторое время закрыта. Ночь. Волк охотится ночью, ночное время. Это не означает, что люди, которые сильны, которым покровительствует волколак, что они там только ночью будут выходить на работу и так далее. Нет. Но они будут скрытные. Люди не будут показывать свое истинное лицо. 2026 год – год абсолютного лицемерия и притворства. Людям вдруг покажется, что все стало хорошо, что люди стали добрее, умнее, какие-то интересные вещи снимают, книги пишут. На самом деле начинается скрытая внутренняя борьба. Больше открыто говорить не будут о своих помыслах. Но через некоторое время, через несколько лет, вы внезапно будете узнавать, эти люди будут уезжать, говорить в другой стране, будут раскрываться какие-то дела, которые под видом благотворительности творились где-то и так далее. Но этот год закроет все. Как под мороком люди будут ходить и не видеть очевидной опасности рядом с собой. Убийство лидеров политических. Не один и не два, много. Смерти политиков. Отравления, сердечные приступы. По всему миру. Уран. Уран разрушает старый мир. Начинается новый мир. Новые возможности касаемо интернета. Все, что вы услышите в 2026 году,
Не верьте ничему. Это вранье. По телевизору какие-то известные политики будут выступать, какие-то известные люди что-то будут говорить, обещать. Вранье. Год лжи начинается. И выживут только те, кто, согласно поговорке, не будь овцой, и волк тебя не съест. Но в то же самое время у людей предприимчивых и с пытливым умом есть время начать свою работу, свое дело. Вот во время, когда волколак вступает в свои владения, и когда волчья хитрость и доблесть очень важны, в этот момент любой человек, который свой скрытый талант захочет развивать, ему дадут ресурс. Хозяин года ему поможет. Он помогает тем, кто рискует, кто идет вместе с ним на охоту. Дальше. Кометы. Падение комет. Кометы, которые много тысяч лет назад не пролетали, они будут пролетать. Дальше. Необычные небесные явления. Затмение. Большая вода. Время большой воды. Время наводнений. Кто живет рядом с реками, с морями, кто уже не раз оказывался в зоне затопления, будьте осторожны. А кто не оказывался, знайте, что вы можете... Внезапно оно может появиться даже там, где никогда этого не было. Небесные катастрофы. Ой, не хочется говорить про самолеты и прочее, но это необычные столкновения самолетов. Это военные самолеты. Далее. Катастрофы на море. Морское сражение, столкновение двух больших держав. Долгое время мир будет находиться в состоянии ощущения, ожидания ядерной войны. Она не случится, но будет находиться. Вот придет очень большое противостояние Запада и Востока. Дальше. Итак, продолжаем, друзья мои. Я снимала вчера ночью, но меня просто одолела усталость, потому что каждый сеанс ясновидения или предсказания – это очень энергозатратный процесс, выжимает полностью. Последние годы я просто ужасно устаю, если честно. Навалилось очень много работ и дел всяких. Но я вам обещала, что я к концу года сниму все серии предсказаний, вот и снимаю. Сегодня, как я уже говорила в начале, общий прогноз. Теперь более бодрым голосом продолжаю. Итак. Так. Сейчас попрошу кое-что. Без свидетелей нажму на стоп. И дальше мне будут показывать судьбу мира, как в киноленте. Итак. Понимаю, что после выхода моих предсказаний у великих предсказателей, астрологов и прочих мастей внезапно включается ясновидение. Ну ладно. Поэтому и сказала, буду тянуть до последнего, чтобы они уже от безысходности сняли свою фигню, а потом уж я сниму настоящие предсказания. Пока не забыла
пока вижу это все. Значит, обрушение высоких вышек, различных вышек по всему миру, постоянное обрушение больших вышек, обрушение кранов часто. Кто работает на кранах, будьте очень осторожны и бдительны. Проверяйте оборудование. Обрушение каруселей. Постоянно где-то. Американские горки, эти большие жуткие карусели. В год люта избегайте рискованных предприятий. Будет царствовать повелитель времени. А повелитель времени по восточной теологии – это некий дух, который воздает каждому по заслугам. Я уже говорила, колесо фортуны, которое будет покровительствовать. Не фортуна, не путайте. Фортуна, она, конечно, и удачу дарит, и она судьба. Но в основном к ней обращаются за удачей. Но ни один человек на земле, наверное, ни удачи не попросит, но если только он не душевно больной. Но фортуна обладает колесом. Это ее сила, ее символ. Это вверх и вниз. Падение вверх и вниз. То есть это постоянная перемена судьбы. Аресты, коррупции, даже малые коррупции. Не из-за того, что хотят как бы бороться с коррупцией, а потому что большие волки начнут жрать мелких волков, козлов отпущения. Те депутаты, всякие сенаторы всех мастей во всем мире, имеется в виду, которые выдвигают постоянно какие-то законы, которые все время пытаются быть, как сейчас говорят, в тренде, которые все время должны быть во языцах, понимаете, притча во языцах, она все время они должны привлекать внимание к себе. И вот этот депутат так сказал, тот сенатор сказал, что будет вот это, будет принят такой-то закон. Их будут убирать. Они слишком часто маячат, а лидер, альфа-самец, он не любит, когда в стае еще кто-то претендует на место альфа-самца. И поэтому вот эти вот крикуны голосистые, которые любят все время выступать и какие-то нелепые законы запугивать народ, держать в напряжении все время, их будут убирать в сторону, потому что есть очень большой риск, постоянный риск бунтов по всему миру. И год люта – это год бунтов, бунтов, митингов, недовольства везде. Очень большие, постоянные. Когда отдельно буду снимать про каждую страну, скажу именно конкретно в каком случае, когда и где. Но пока что говорю, это бунтарский год. Мы с вами переходим в седьмую цивилизацию. Цивилизации иногда гибли из-за атомных катастроф, иногда гибли из-за каких-то различных, скажем, моров и болезней, их косило просто. Иногда природные катаклизмы уничтожали, иногда сами люди доводили себя до уничтожения. Но мы с вами, были, вот сейчас мы 6-я цивилизация 5 числа, 5 января, мы переходим в 7-ю цивилизацию. Но не обязательно, чтобы цивилизация уступила свое место, она должна быть полностью уничтожена. Нет. Меняется очень сильно энергия мироздания, космоса. Мы больше не будем прежние. Дальше. Год люта. Очень большое количество убийств родителей, дедушек, бабушек, мамы, папы. Огромное. Цивилизация, мир, человечество уничтожает своих предков. Не только отрекается от своих родных корней,
Она уничтожает своих предков. Одна часть. Та часть, которая будет лютовать. Другая часть, наоборот, держится этих корней. Наоборот, будут постоянно какие-то посещения родителей, как будто внутренний страх. В семье расколы начнутся. Одни дети будут за родителей, другие против. Люди, которые всю жизнь как бы казались порядочными, добрыми, хорошими и так далее, они не скинут маски, потому что это волколак, это оборотень. Оборотень не покажет себя в году люта. Никак, наоборот, это его год. Это год мошенников, это год аферистов, это год кидалова, это год такого вот некого хаоса. Знаете, лют где живет волк? В лесу. Вот как лес станет, как джунгли. Выживать будет сильнейший. Поэтому мы поднимаемся, да, мы из ямы поднимаемся. Мы упали в 2020 году в эту яму, и мы постепенно выходим из этой ямы. К 30 году будет опять экономический, значит, бум, опять новые технологии, еще больше. Мы к этому идем постепенно. Но год люта – это время обрубания старых корней. Умирает старое. Начинает совершенно новое. И вот это вот подсознательно человечество избавляется от тех, скажем так, ну как старые волки, они идут впереди, защищая всю стаю. Вот эти старые волки вымирать будут первыми, но их будут грызть именно стая, к сожалению. Поэтому огромное количество в год волколака будете слышать. В убийстве обвиняют сына, в убийстве обвиняют дочь. Дочь там отравила мать и так далее. Вот постоянно. Очень большое количество, к сожалению, такого всего. И маленьких детей. Насилие в школах. Гибель учителей. Далее. Не спешите покупать дома, которые, ну, скажем так, новые дома неизвестных каких-то компаний, которые не изучены вами. Целые этажи будут оседать друг на друга. Будут искать этих застройщиков. Целое разбирательство. Найдут ли где. Прорвет одна дамба и потопит небольшой городок. Ну, одна, имеется в виду, это в Сибири где-то, другая в Америке, и третья где-то из наших стран СНГ. Может, Казахстан. Это я так. Вот 3 большие катастрофы, именно связанные с дамбами. Оружейный склад сгорит. Большой. Опять в 3 местах. Какая-то вот такой треугольник какой-то образуется постоянно. Тайком вырубят вековые деревья в каком-то заповеднике. Будет очень большой скандал. Будет уволен один такой, знаете ли, значимый губернатор. Ну, ладно, это в России. Это я сейчас отвлеклась. Давайте пока общее. Про весь мир. Камни будут говорить. Не понимаете, это буквально. Будут трескаться большие скалы. Треск скал просто пополам. Кавказские горы, Южный Кавказ, Северный Кавказ, американские там Анды, Конды, да, по-моему, так и называется, Корды, все, уже забыл. Вот эти все огромные глыбы, вот эти большие каньоны, камни не выдерживают человеческого зла. Зло накопилось настолько много, и люд это в один момент покажет всему миру, вот это зло, озлобленность.
градус ненависти зашкаливает. Собралось все, начало новой цивилизации идет вот от такого огромного взрыва человеческих эмоций. Люди устали, люди забыли, что такое жить спокойно, без переживаний, без экономических крахов, без каких-то запретов, без каких-то войн. Они устали. И они постепенно вот эту вот накопленную желчь, ненависть, они начинают изрыгать в семьях, с родителями, на своих соплеменников, на других. Люд выведет вот эту вот энергию ненависти, просто со всех вытащит. Уже люди не будут стесняться и как бы скрывать свою ненависть друг к другу. Столкновение поездов по всему миру. Именно поезда не в этом, но в следующем году. Ну, то есть будут слушать, то и в следующем году несколько дней осталось. Дальше. Арест полицейских чинов по всему миру. Абсолютный просто вот передел власти во всем мире. Образуется во всех странах мира две большие партии людей. Одна часть изнутри раскачивает эту лодку, другая часть пытается спасти, и они все время сталкиваются, но та часть, которая раскачивает эту лодку изнутри, она скрытая, она открыто не действует. Но люди друг на друга изрыгают эту ненависть и подозрения, и постоянные какие-то такие кровавые происшествия. Насилие в школе, расстрел свадеб. Будьте очень осторожны. Вот гибель невест огромна. Именно вот или при преддверии свадьбы, или во время церемонии. Некоторые погибнут из-за своей глупости. То сидеть на мосту, фотографироваться, то еще какую-то ерунду. Вот именно молодых невест. Все время эти невесты, огромное количество невест. Я не очень давно видела этот сон. Невесты, большое количество невест, которые стоят в этих подвенечных платьях. И на мой вопрос, что это урожай люта. Вот так вот зазвучало. Это означает, я могу объяснить, что это значит, уйдут эти девочки, уйдут в 26-м году. Значит, опять рождение мальчиков. Большое количество. И в этом году тоже. Готовят нас еще к одной войне, но лет через 20, 23, 20, да, где-то так. И большие дети будут рождаться кесаревым сечением. Большие, крупные детки, здоровые. Очень малая смертность детская, много рождаемости в этом году. Далее. У нас 3 планеты покровителя. Это Меркурий, коммерция, бизнес, вы знаете, Меркурий, хитрость, мошенничество где-то, ну, по-разному, смекалка, кто как использует Меркурий. Юпитер, власть, сила, да. Они будут менять друг друга. Ну и Сатурн – это покровительство, это учение, это философия. Хочу вам сказать, что в год люта, друзья мои, лучше никуда ничего не вкладывать, ничего не начинать. Но не начинать то, куда надо деньги вложить. Прогорите. Начните на основе уже созданного или с нуля. Вот кто с нуля, абсолютно без копейки, начнет любой бизнес, не знаю, любое там начинание, вот что угодно.
этот человек выиграет. Год волколака будет способствовать и помогать. Волк, он денег не платит. Волк ничего не вкладывает, понимаете? Он вкладывает свой ум, хитрость, ловкость, ноги свои, ну и терпение. И вот он сыт. Волк же не ходит покупать, волк же не вкладывает в бизнес, он же не... Волк как насыщается, как кормит свое потомство и свой, значит, свою стаю. Он вкладывает туда свои личные качества, выслеживает добычу, и он сыт. То же самое. Любой человек, который вложится вот в год люта, он проиграет. Не тратьте деньги. Первое, что вам придет в голову, вот первая мысль в вашу голову. А не сделать ли мне какие-то сундуки, разукрасить красиво, что-то там прилепить, какие-то стразы и начать продавать. Вот начнете, и следующий год вы откроете целую фирму этих сундуков. Первая мысль. А вот возьму, научусь стричь. Начну пробовать, начну делать бесплатно. Какой там объявлю, что бесплатно всех стригу, мастер-класс. Вы вкладываете свои умения, знания, больше ничего, и ножницы какие-нибудь купите. Или дома есть, лежат. Дальше. Повремените, я уже говорила, с покупками повремените до июля. Хотя бы. Много потратится впустую. Так. Дальше. Нападение на духовные семинарии, школы, может, церковь, мечеть и много по миру. Душевно больные люди начнут значит, вытворять подобное. Душевно больные люди, с которыми там кто-то говорил, Бог сказал что-то еще, именно вот нацеленность идти в толпу, но туда, где молятся, где, ну, в общем, места поклонения. Будьте осторожны очень. В большие праздники особенно осторожны. Причем это не религиозный фанатизм, а именно душевные больные люди, которые будут говорить, что они пришли спасать, вот Бог им сказал, что вот эти души надо отправить в рай или что-то в этом роде. То есть у них вот это вот безумие какое-то. Колокол. Постоянный звон колокола. Постоянно вам будут встречаться колокола везде. Это говорит о том, что Вселенная усиливает звук. Он ускоряет еще раз время. Ускоряется. Опять ускоряется время. Так будет лететь просто очень быстро. Мы говорим, ну какая разница, ну как бы... И тогда люди жили там со столько им положено, и сейчас живут. Что значит ускоряется? Ускоряется, друзья мои, то, что вам часы показывают, что 24 часа в сутках. Да, но они идут ускоренными темпами. Наше подсознание уже так устроено, мы-то не замечаем этого, но время очень быстро уходит. Все перемены происходят быстро, быстро. Как я в прошлом году вам еще сказала, то есть в этом еще, что то, что происходило, 100 лет назад, возьмем, предположим, лет за 40, эти перемены, сейчас проходит это все за 3-4 месяца, понимаете? Падение государств, строение государств, то, что сотни лет это все должно было безболезненно или болезненно протекать отсюда туда, оттуда сюда. Сейчас это за несколько месяцев происходит. Раз и нет страны, раз и война закончилась, раз и война началась. Понимаете, настолько она быстро идет, что мы не успеваем за ними. Ген светлых людей возрождается. У всех восточных народов начинают рождаться светлые. Светлые дети, голубоглазые, светловолосые, даже начнутся там конфликты в семье из-за того, что почему будут делать экспертизу, убеждаться, что их дети это. Даже у чернокожих родителей будут рождаться белые дети.
Это далекие-далекие предки. Гены дают о себе знать. Далее. Мода. Мода абсолютно вот византийское время. Реплика византийских украшений. Туники. Сандалии, которые вот тогда были приняты, вот эти вот завязывающие шнурками вверх. Цвета, пурпурный цвет. Алый пурпурный, очень ярко алый пурпурный цвет, прям цвет крови. Черный цвет и бирюзовый. Вот такой. Вот такая мода. Туфли на высоких платформах опять войдут в моду. И туфли такие с носиками, как у скоморох, как у клоунов. Вот такой вот стиль будет в моде. Опять же, те же самые колокола. Украшения, вот эти вот дома моды сейчас будут выпускать одежду, вещи с этими загогулинами, которые звенят. Пускай они маленькие, вот такие вот колокольчики, что еще там есть, какие-то висячие такие штучки, больше на Востоке они приняты. Они будут звенеть, издавать такой мелодичный, звук приятный. 9-й день каждого месяца сильный день. Открытие порталов. Запомните, 9-й, девятка. В этот день лучше всего что-то провести, что-то начитать, сделать свои дела, какие-то важные события, покупки. Переломный день. Так. Помните в русских сказках, когда волк мчит Ивана Царевича в темное царство? Волк – это связь между людьми и богами. Волк усиливает внутри человека 7-е чувство. Особенно внимательно относитесь к снам. Они будут вещие. И очень часто, даже у человека, который в своей жизни не запоминает сны, или есть такие люди, которым вообще они не снятся, в любом случае, я отметила, чтобы не забыть кое-что, в любом случае, эти сны будут запоминаться, и они четко и ясно будут показывать, что произойдет. Это не из той серии, что что это могло бы означать примерно, там, приблизительно. Нет. Значит, эти сны четко и ясно будут показывать конкретно события. Дальше. Самоликвидация душевнобольных. Такие люди будут совершать, в общем, то, что их заберет с этого мира навсегда. Не буду называть это слово. Это с балкона, это с окна, это с высоких зданий. Высота в этом году постоянно будет фигурировать. Очищение. Если у вас есть безумные соседи, в скором времени их не станет. Год смертей от болезни крови. Если у вас есть проблемы с кровью, непременно этим занимайтесь. Дальше. Полные люди, начиная с меня, мне тоже нужно скинуть килограмм 15. Год волка уберет у нас лишний вес. По крайней мере, в очень большом количестве уберет. Конечно, без наших стараний никак, но год волка. У вас пробудится не волчий аппетит,
а совсем наоборот. То, что мы называем волчий аппетит, это они едят раз в день, а может быть раз в 3 дня, иногда раз в неделю в голодное время. И больше двигаются. И у нас с вами год очень большой энергии, большого движения. Люд будет заставлять вас двигаться, и очень много. Очень много поездки туда-сюда, дела. Насыщенный, очень насыщенный год. Вот если 2025 год, он тянется и тянется, вот как змея. Он ползет и ползет. Даже к концу года уже надоело до того, думаешь, когда же этот год уже закончится, уже сил нет никаких. Он не такой тяжелый, как прошлый год, на самом деле. В финансовом плане он отличный год. Но он прям... тягомотина, вот все время как-то то усталость, то хочется спать. Вот это змеиные, спячка, греться на солнышке. В холодное время как-то мы вялые, никакие змеи. Вот год волка абсолютно другой. Как только приближаемся к 9 января, у нас начинается энергия вообще другая, совсем переделывается. Это во-первых. Во-вторых, мы с вами начинаем 7-ю цивилизацию. Это не каждому посчастливится, понимаете? Мы с вами люди прошлого века, не в переносном, а в прямом смысле слова. Это раз. Во-вторых, мы с вами прошли развал огромного государства, локальные конфликты, войны, начало цифрового времени, развитие интернета, я не знаю, эпоха перемен. Друг за другом все это прошло. Мы и взятие Белого дома видели, и Лебединое озеро по всем каналам, ничего мы только не видели. И мы с вами перешли не только миллениум, да, 2000 лет, это вот тысячелетия перешли с вами. Но у нас еще мы свидетели начала совершенно новой эры, 7-й цивилизации, к которой мы переходим. Жизнь не будет, как раньше. Человеческие страсти, конечно, останутся, все на свете, но начало цивилизации начинается с зубастого товарища, клыкастого, того, кто не уступает свое место, кто сражается за свое место, и того, кто ничего не вкладывая, берет от природы все, что хочет. Еду, ночлег, место, возможность размножаться и так далее. Волк ничего не вкладывает, волк берет. Но волк, санитар леса, очищает от слабых больных животных. Вот у нас с вами будет выбор. Либо мы будем то самое больное животное, от которого у нас цивилизация очистится, избавится, либо мы будем лютые, понимаете? Как бы это ни хотелось. И ваша энергия так поменяется, что вы удивитесь сами, как вы внутри переделываетесь, абсолютно становитесь другим человеком. Вот этот вот период и начало вашей силы. Дальше. Значит, смерти политиков я уже вам говорила. И убийство очень многих политиков, известных. Это тоже имеется в виду. Далее. В 2026 году будут востребованы такие профессии, как телохранитель, как спортсмен, который, то есть учит выживать. Будут открываться такие клубы для детей, для выживания. Вот то же самое бойскауты и прочее, как мы называем. Далее. Походы в горы. Просто прям станет модно. Горы, камни, скалы, природа. Туда. Поскольку это год люта,
Волки часто будут показываться, но не агрессивно. Но самое интересное, это будут огромные особи. Удивительно огромные. Может, потому что они хозяева года, вот они себя и показывают с лучшей стороны. Может быть, поэтому. Еще раз скажу, у кого есть проблемы с кровью, обязательно начните проверяться. Потому что волк пускает кровь. И пустит вашу кровь. Будут внутренние кровотечения, иные проблемы с кровью. Волк пустит вашу кровь, если вы не займетесь собой. И заберет вашу жизнь внезапно. Не успеете. Дальше. Болезнь скота. Внезапная болезнь крупнорогатого скота. Начнутся санитарные рейды. Я вам скажу, это диверсия. Не покупайте корм по дешевой цене у незнакомых продавцов и поставщиков. Это будет делаться специально. Так надо. Внутри страны определенные, значит, определенные фирмы, определенные какие-то большие мясокомбинаты, молокозаводы и так далее. Они заинтересованы в том, чтобы покупали у них по высокой цене. Поэтому мясо подорожает. Поздно люди это поймут. Не все же услышат мое предсказание, к сожалению. Если вы живете в селе, лучше вот своими кормами обойтись. Или покупать у тех людей, которых вы знаете и проверяли. Потому что люди, которые соблазнятся на дешевые корма и рискнут, и сделают это, они лишатся своего хозяйства. Дальше. Огромная миграция. К сожалению, из нашей страны много молодежи уедет. Из-за этих нелепых запретов и постоянных ограничений много уедет. Но в то же самое время уедет очень много и тех людей, которые здесь, приехали работать, собственно говоря. Тоже из-за определенных ограничений и прочее, они тоже будут уезжать. Рабочих мест будет много, но много ли будет желающих работать? Вот в чем вопрос. Я вижу большую миграцию немцев к нам. Немцев из стран Латинской Америки. Работники, рабочие. У нас будут делать какие-то уникальные операции, которые раньше не делали у нас. Не было такого оборудования. То ли новый большой корабль военный, то ли ледокол. А может и тот, и этот. У нас запустят этот вот новый, огромный просто такой красавец. Может, так и назовут богатырь. Кто его знает. 3 вида оружия в мире появится. Новых. 2 у России, 1 у Америки. Летающие, грозные оружия. Они способны просто каким-то радиозвуком уничтожать все живое вокруг. Ой, все страшнее и страшнее мы придумываем, как Толстой сказал. Люди придумывают, и все время думают, чего бы еще страшное какое-нибудь на голову других людей создать. Реки поднимутся в какой-то момент и смоют
погосты, смоют кладбища. Известные старинные кладбища. Нехорошо это. Живущие рядом, если такое случится, избегайте пить воду дома или ставьте фильтр. Время, когда мы будем жить, иногда в таком ощущении, как будто мы время хрономиражей. Потусторонний мир, который будет внедряться все время в наш мир, мы будем жить во время хрономиражей. То есть то, что было до нас, оно запоминается, остается. И часто с нами будут случаться такие курьезы времени, что мы просто будем выходить, например, на балкон, пить кофе. И у нас будет ощущение, что мы попали в какой-то другой мир, какое-то другое село, поселок, что-то там. Иногда не будем узнавать свой дом, но это доли секунды. Часто будем попадать в эти хрономиражи. Еще раз вернемся к моде. Ну, откройте, посмотрите византийское одеяние женщин, мужчин. Очень похожие. Вот похожая одежда. Как там все новое, это хорошо забытое старое. Будут рождаться дети с большим таким волосяным покровом. Волки. Не пугайтесь, оно потом сойдет. Но будут дети рождаться, как оборотни, и пугать своих родителей. Это год пышных волос, густых волос, здоровья зубов, волос и ногтей. Чуть не сказала когтей. Включите внутри себя волка. Не вкладывая ничего, кроме своих навыков, знаний, умений, смелости, внутренней силы, решимости, терпения. Только так вы урвете у жизни сейчас то, что надо. Получится у всех, кто ничего не вкладывая, начнет свое дело. Боялись, начните. Год для вас стартовый. Не отдавайте деньги ни на какие предприятия, то есть не вкладывайте год 2026 в какой-то бизнес. Ничего, кроме своих навыков и знаний. Или хотя бы малую сумму, небольшую. Не любит этот год никакие вклады, никакие деньги, никакие там... Если вы хотите пожениться в 2026 году, отложите. Волчьей верности у вас не будет. Год люта вам не даст создать хорошую семью. Энергия этого года не для браков. Но отложите и женитесь в следующем году. Какая разница? Вы же вместе находитесь, живете. Распишитесь в следующем году. Распадется брак. Я бы, конечно, могла сказать, это вам решать. Как хотите, так и поступайте. Но вы знаете, что сила моего слова, она, в принципе, уже проверена. Поэтому прислушайтесь. Год очень благоприятный для операторов, для, режиссеров, для детей, которые занимаются этим искусственным интеллектом, создают какие-то фильмы и прочее. Очень благоприятный для творчества. Получится, вас заметят, вас пригласят куда-то. Вкладывайте только свои таланты, смелость, желание, целеустремленность и так далее. Больше ничего не просите у родителей, ни рубля, ничего никуда не вкладывайте. Вообще, год люто абсолютно денег не тратьте на какие-то... Но тратьте свою жизненную силу, энергию и знания. Уже сказала. Выйдут книги с искусственным интеллектом. То есть созданные через искусственный интеллект. Как это будет выглядеть, я даже, не знаю. Может, экраны какие-то, знаете, которые, они работают таким образом, что либо их заряжают, либо батареи, или что-то в этом. То есть экранные книги. Вот вы листаете, нажимаете, и там показывают всю историю, рассказывают. Потом следующее.
Это станет модно. Сейчас это будет дорого, а потом это станет как, ну, частью нашей жизни, как и телефоны когда-то. Покупали только люди состоятельные, а потом это уже стало как бы обыденным делом. И телефон это не роскошь, а просто средство связей, не более того. «2026 год. Уход лютых свекровей». Если вы плохая свекровь, срочно станьте хорошей, потому что вас заберет этот год. Вы не должны мешать потомству. Вы мешаете стае приумножаться, подниматься, охотиться, идти вперед, усиливать свои позиции. Вы все время пилите, вы все время унижаете, причиняете боль своей снохе. Конечно, вы себя оправдайте, что я-то говорю правду, я-то хочу хорошее, как кабаниха, да, пойду за вас помолюся. Хотя всем подряд уже высказала все, что о них думает, еще и сидит, сплетничает обо всех. Но помолюся обязательно. Если вы такая же кабаниха, вам надо переделать себя, потому что вы можете уйти, и неважно, сколько вам лет. Стая вас загрызет, она уберет вас подальше от семьи, которым вы мешаете развиваться. Вы там не нужны. Там нужна будущая мать этих волчат, а вы там ни к чему своими этими. Вы свою функцию уже выполнили, вы уже родили этого альфа-самца, все, до свидания. Теперь другая должна быть рядом самка. Если вы претендуете на это место, вас загрызут. Поэтому у многих свекрови умрут. В конце того года вы мне скажете, кстати, про вес, да, сказала, что этот год нас заставит очень много бегать туда-сюда физически и умственно. Столько мы будем тратить ресурсы, забывая о еде, что наш организм начнет перестраиваться. Год стройности, между прочим. Вот тоже к концу года скажете, что вы начали худеть. И что это правда. Он будет забирать у вас это все. Дальше. Осторожно с природой. Природа будет лютовать, природа устала от свинства человека, от того, что вы идете, все это шашлыки пожарили, все это пиво, бутылки выкинули и ушли. Я не говорю конкретно про вас, но многие люди так делают. У нас тут лес. Каждый год мы платим там ребятам, приходят, убирают, по крайней мере, вот это ближайшее наше. Грязь, свинство абсолютное. Все что угодно, там и резинки валяются, и все на свете валяется. Люди ведут себя как свиньи. Нужно очищать природу. И если вы живете возле леса, делайте это. Задабривайте лес. Духи леса вас будут слышать. Найдите какое-нибудь дерево, ходите к этому дереву, завязывайте там какие-то эти платочки или шнурки, я не знаю, как там, ленты красные, зеленые и так далее. Найдите дерево, задабривайте и просите у этого дерева забирать вашу боль, помогать вам. Вот в этом месте образуется портал. У нас очень сильное будет слияние с природой. Волк же надеется на природу, на мироздание. Сон, который будет лечить. Год люта, сон станет целебным. Не избегайте сна. Не сидите до утра. Старайтесь все-таки больше спать, потому что это будет лечебный сон. Это время Луны. Волк поклоняется Луне, лунной богине. А лунная богиня, это в свою очередь, это темная сторона, это взлет души, это встреча с предками и так далее. Потом год Гекаты, об этом уже было сказано, год магии. Но не той магии, которая на каждом углу. Год 2026 тоже,
как и 3 года назад, умрут очень много аферистов в этой сфере. Вот кого заберет год люто, те были не настоящие. Это еще одна проверка. Очень многие каналы Таро, прочее, останутся бесхозные. Хозяйки будут умирать. Их заберут. Далее. Зеркала. Порталы в домах. Если у вас есть старинные зеркала, иногда ставьте возле этих зеркал и зажигайте свечи. Очищайте вот этот портал. Убирайте ту энергию, которую зеркало собирает из вашего дома. Потому что год люто тоже зеркала будут. В этом году тоже зеркала были, скажем так, обладали определенной силой, но год люто они станут темные порталы. Поэтому время от времени ставьте свечи возле зеркал, и вы заметите, что в доме станет легче дышать, что прекратятся ссоры и прочее. Вы закрываете вот эти порталы этой свечой иногда, очищаете, ставите этот заслон. Вы ж не выкинете их, эти зеркала, тем более, если они старинные, там, дорогие и прочее. Если у вас дома цветы, они будут умирать. Год волколака. К сожалению, это год не самый благоприятный для домашних цветов. Энергия года не любит их. Будьте очень осторожны на дорогах. Ночные дороги очень опасны. Будут ловить банды. Тверская область. Потом в Америке это где-то Калифорния. Там часто услышите. Просто это 2 точки такие по всему миру, где вот это начнется. Понимаете, волк. Опасность. И они выходят на охоту ночью. Избегайте ночных дорог. А если придется ехать, то ездите по этим платным трассам. Они хотя бы безопасны. Относительно. Там есть камеры, там есть освещение, там есть эти остановки для этого. И поэтому оно более-менее безопасно. Год постоянного столкновения с лосем на дороге. Вот постоянно будете слышать. Лось вышел на дорогу, столкнулся с машиной, с автобусом. Что-то им прям не сидится в год люто. Поэтому возле леса всегда скидывайте скорость. Во-первых, вас оштрафуют за этого лося. Во-вторых, он может копытами вас и прижать так, что вы можете не выйти оттуда потом. Это очень опасные, огромные животные, которые, способны сами погибнуть и человека забрать с собой. Возле леса не разгоняйтесь. Подростки будут забирать машины у отцов и совершать ДТП. И сами тоже погибнут. И таких случаев будет немало. Будьте очень осторожны с детьми. Ключи храните в таком месте недоступном, чтобы они вообще не дотянулись до этого. Пожары, возникшие из-за елок. Где-то главная елка то ли взорвется, то ли что-то такое случится в каком-то городе. Это, северный город у нас. Я даже... Екатеринбург, что ли. Может, Екатеринбург, да, или область. В общем, в этом месте. Пожар, катастрофа из-за елки центральной.
Так. Большое количество ухода онкобольных детей. Очень много. Именно детей. Понимаете, волки, они помогают слабым своим волчатам, но если они видят, что он неизлечим, они его оставляют на произвол судьбы, а оставляют. Уходят, потому что понимают, что природа должна забрать свое. Каждая сила подчиняется определенным законам природы. Каждый закон природы или человеческий имеет своих стражников, которые соблюдают этот закон. Этим стражникам нужно принести жертву. Вот, например, османские султаны обязательно должны были убить своих братьев. Это закон Фатиха. Чтобы был в государстве порядок, тот, кто восседал на престол, должен был уничтожить всех своих конкурентов. Даже неважно, претендовали они на престол или нет. Это помогало османам многие века держать власть, в отличие от других народов, где постоянно шла борьба за престол. И это было страшно для матерей, для родителей, но это делалось. И вот это был закон. Этот закон соблюдал и охраняла определенная сила. Пусть там человеческая сила, армия, там визири и так далее. И определенная духовная сила, которая стояла на страже этого закона. И если бы султан не приносил жертву этим стражникам этого закона, он бы не продержался на престоле долго. То есть я примерно вам объясняю, что каждый закон мироздания или человека имеет своих блюстителей. И они требуют свою жертву. И очень большое количество детей онкобольных в 2026 году уйдут. Стая хочет быть сильной, здоровой. И для этого все будет делать. Месть деревьев. Деревья будут падать на машины, на дома. Просто корни будут. Без ветра, без ничего. Ни с того, ни с сего они будут ломаться и падать. Поэтому, если вы живете рядом с большими деревьями, будьте осторожны, машину не ставьте. В непогоду не выходите. 3 кита. 3 огромных государства, которые начнут соперничать. Уход старого льва и приход нового льва. Льва, потому что под знаком солнца, все-таки солнце будет покровительствовать время от времени этому году. Обжигать и доводить до точки кипения. Так вот, разделение власти уже произошло. Мир держится на 3 китах, на 3 больших державах. Они создают погоду. Но один из китов все-таки станет больше. Это смена гегемона. Передача власти, если хотите. Изгнание старого льва из прайда. Приход нового. Золото. Золото поднимется в цене еще. Драгоценные камни тоже. Ткани. Станут дороже. Еще.
Придет новый лидер. Новый лидер именно не как политик, а человек, который создаст какое-то новое направление, абсолютно новое направление вот цифрового мира. У него будут новые предложения, какое-то новое оборудование, какие-то возможности, знаете, как-то без телефонов, без чего-то еще выходить на связь. Он что-то создаст, он что-то сделает, и очень многие начнут этим пользоваться. Но я думаю, достаточно. Переварите пока это, а потом я, конечно, сниму о каждой стране отдельно. И тогда больше будет информации конкретно об этой стране. Пока этого достаточно. Хороший ли год для тех, кто хочет действовать, кто хочет быть лидером, кто хочет свое что-то начать, кто готов работать, вкладывать свой интеллект, знание, силу, решимость, ловкость и так далее, год отличный. А те, кто хочет легких денег, богатства, кто хочет просто что-то купить, что-то продать, куда-то что-то, какие-то деньги, он будет всегда в проигрыше, он будет обманут, он останется ни с чем. Не любит этот год, точнее, год люто не любит людей, которые надеются на материальное. Надейтесь на интеллект, и из ничего вы получите свою добычу. Вот запомните это. Из ничего или из малого начать, включить фантазию, пытливый ум, и считайте, что вы, то есть, начнете что-то новое, и это вас прокормит всю оставшуюся жизнь. Далее. Колесо фортуны. Не забывайте. А колесо фортуны может вас из нуля поднять вверх. А может, наоборот, вниз спустить, если вы глупо израсходуете все ресурсы, которые вам мироздание дал. Это год, когда бедные могут богатеть, а богатые будут богатеть еще больше. Год перелома финансов. Но если вы воспользуетесь всем этим хаосом, который будет происходить, и извлечете оттуда свою выгоду, пусть перед вашими глазами всегда будет волк, который гонит стадо туда-сюда. И пока стадо в ужасе бежит, волк заприметил самого слабого. Волк уже свое дело сделал, пока стадо мычит, орет, кричит и друг друга топчет и бежит в разные стороны. Волк в этом хаосе свою добычу забрал и ушел. Вот если вы будете в этом хаосе нацеленно идти к добыче, пока все думают: боже мой, интернет запрещает это делать, налоги, что будем делать, боже, надо вот это, конец света, ничего не получается, люди там пенсии, еще чего-то. Все будут вот в своем этом хаосе, вот как то стадо, бежать туда-сюда, а ты будь волком, нацелься на то, что ты хочешь получить, и получай, потому что налоги будут всегда, хаос будет всегда, и войны будут всегда, и люди всегда будут любить, разводиться, ненавидеть, богатеть и беднеть и так далее. Это процесс исторический. Не отвлекайтесь ни на что. Не слушайте никого в год люто, никого. Везде будет обман. Хорошее скажут, обманывают, плохое скажут, тоже вранье. Это год волколаков, это год оборотней, это год неправды.
Но в этой всей неправде всей вы можете найти свою добычу, забрать, пока это стадо будет орать, кричать, топтать друг друга и в панике бежать то сюда, то туда. И пока вот эти волки будут гнать его туда-сюда своими словами, враньем, выступлением, угрозами, еще чем-нибудь, ты спокойно бери свою добычу и уходи. Все. А они пусть дальше бегают туда-сюда. Обособленно отключитесь от этого всего. Отключайтесь от, как вам сказать, ограждайтесь от всех слухов, что происходит, чего. Там пусть происходит все, что угодно. У тебя должна быть добыча. Ты должен хорошо жить. Все, больше ничего тебя не интересует. Что, где, кого любили, кто на ком стоял, кто куда поехал, кто что объявил, кто кому что сказал, кто какие-то политики куда кого отправили. Все, не твое дело. Твое дело свое найти в этом хаосе, а ты найдешь. Потому что все пока будут отвлекаться на это все, они не заметят, как ты зашел, забрал добычу и вышел. Я надеюсь, вы меня поняли. Для хитроумных, сильных людей, готовых рисковать, идти вперед и не вкладывать ни рубля, а именно своим интеллектом и умом заработать, это замечательный год. А для тех, кто будет поддаваться панике толпы, эти волки будут гнать в разные стороны. Всем удачи и продолжение следует.